На второй день в Буэнос-Айресе у нас была запланирована обзорная экскурсия по городу с гидом Дмитрием Говором. Но накануне он прислал сообщение, что его не будет в городе. Из-за него эту экскурсию проведет гид Роман. В 8:30 мы встретились с Романом в лобби нашей гостиницы и отправились в путь. Как сказал Роман, экскурсию мы начинали рановато. Это не самое подходящее время в Буэнос-Айресе. Вся движуха начинается после 10. Сначала отправились на Майскую площадь, самое близкое место к нашей гостинице. В 1810 году герой войны за независимость Хосе де Сан-Мартин собирает армию, чтобы изгнать испанцев из Аргентины. Испанцы тогда обосновались как раз здесь, в Каса-Росада, Розовом доме. Сан-Мартин не остановился на освобождении Аргентины. После победы он продолжал свой поход на север, освобождая от испанского владычества Чили и Перу. И именно поэтому он считается национальным героем сразу в нескольких странах. В честь Сан-Мартина названы улицы и площади, например, Большая площадь в Перу. Кстати, о площадях. Майская площадь, Пласа де Майо, получила свое название в честь Майской революции, которая произошла 25 мая 1810 года. Именно в честь этого события был возведен монумент, стоящий в центре площади. А почему Каса-Росада стал розовым? По одной из версий, это связано с двумя историческими датами основания Буэнос-Айреса. 1536 год. Испанский конкистадор Дон Педро де Мендоса попытался основать город, но столкнулся с сильным сопротивлением индейских племен. Его армия была разбита, и испанцы отступили. 1580 год. Спустя 44 года испанец Хуан де Гарай вернулся с более многочисленным войском, разбил индейцев и успешно основал Буэнос-Айрес. Именно в честь этих событий, по одной из версий, и был построен Розовый дом, строительство которого началось в 1594 году. О его символике и особенностях можно говорить много, но в любом случае это место – неотъемлемая часть истории Аргентины. Происхождение розового цвета Каса-Росада. По одной из версий, розовый цвет Каса-Росада исторически сложился из-за особенностей строительного раствора. Раньше для прочности в известь добавляли бычью кровь и жир. Именно эта смесь и придавала зданию характерный розоватый оттенок, который со временем стал его визитной карточкой. В дальнейшем цвет оставили уже без изменений. Почему решетки на окнах? Вы правы, решетки были установлены, чтобы помешать бездомным спать у стен. В Аргентине государство не прибегает к радикальным мерам по борьбе с бездомностью, и подобные решения, как установка решеток, принимают сами владельцы или администрация зданий. Это один из способов, который используется для поддержания порядка в общественных местах. Справа от нас находится здание Центрального банка Аргентины. Оно выполнено в монументальном стиле, который напоминает советскую архитектуру. Вообще, вся эта зона имеет сходство с Мадридом. Изначально испанские колонизаторы строили здания в схожем стиле, поэтому эту часть города можно назвать маленьким Мадридом. Мемориал жертвам коронавируса. Каждый камень, который вы видите здесь, символизирует одну смерть от коронавируса. Этот мемориал был создан аргентинцами, чтобы увековечить память о жертвах пандемии и не забывать о трагедии, которая затронула каждую семью. О количестве жертв и ограничениях во время пандемии. Количество камней на мемориале не отражает полную картину потерь. Официальные данные говорят о 40 тысячах смертей от коронавируса по всей стране. Но эти цифры не являются окончательными. Многие люди действительно тяжело переболели. В течение 2 лет Аргентина находилась в условиях жестких ограничений, которые многие сравнивали с жизнью в тюрьме. Из-за этого многие поездки, запланированные, например, 2020 год, пришлось отменить. Краткая справка о Мануэле Бельграно. Мануэль Бельграно – один из ключевых героев войны за независимость Аргентины, наряду с Хосе де Сан-Мартином. Он был юристом, экономистом, политиком и военным лидером. Он считался создателем аргентинского флага. Его конная статуя на Майской площади символизирует его роль в истории страны.
Резиденция президента и Порто-Мадеро. Здесь вы видите 3 вертолетные площадки. Раньше президенты пользовались вертолетами для поездок, так как президентская резиденция расположена в пригороде. Нынешний президент Хавьер Милей, считая это излишней роскошью для небогатой страны, отказался от вертолета в пользу обычного кортежа. В этом районе, который называется Порто-Мадеро, вы видите много новых и красивых зданий. Этот район часто сравнивают с московским Сити. Это один из самых дорогих районов Аргентины, где квадратный метр стоит от 5 до 10 тысяч долларов. В этих жилых домах проживает аргентинская элита, известные певцы и футболисты. Центр Киршнера. Раньше это было зданием главного почтового отделения, но теперь его переделали в культурный центр Киршнера. Сейчас вход в него платный, но плата небольшая. Центр открывается в час дня. Вообще-то в Буэнос-Айресе многие места открываются поздно, так как местные жители не любят спешить. Памятник основателю города. Слева от вас памятник Хуану де Гараю. Это он, а не Дон Педро де Мендоса, во второй раз успешно основал город. Этот памятник закидали краской, потому что многие считают, что он захватил эти земли, а не основал город. О президенте Милее. Президент Милей и его кортеж. Охрана президента Аргентины передвигается на новых автомобилях, но сам президент Хавьер Милей ездит на своем личном Volkswagen Jetta 2008 года. Он известен своими нестандартными решениями и подходом. Его избрали, потому что он экономист по профессии, и главная проблема Аргентины сейчас – именно экономика. Люди верят, что он сможет исправить ситуацию. Он честно рассказал, в каком состоянии находится страна, и пообещал, что легко не будет, но он знает, как правильно действовать. Теперь сравнение с предыдущими президентами. Предыдущий президент Маурисио Макри не смог удержаться у власти. В народе его считали слишком мягким, так он боялся открыто говорить о проблемах страны. Милей, наоборот, с самого начала был предельно откровенным со своим народом. Многие аргентинцы возлагают большие надежды на Милея, и есть мнение, что он сможет пробыть у власти 2 срока, то есть 8 лет согласно Конституции. Secreto nace de un corazón que está desierto. Con 3 palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que
te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias. Y esas palabras son... Мы находимся у Кафедрального собора Буэнос-Айреса. Его строили ровно 100 лет, потому что все материалы доставляли на кораблях. Внутри нас встречает Владимирская икона Божьей Матери, которая была подарена собору Россией. Здесь же на одной из фресок, как рассказал наш гид, изображен монах, который очень похож на Владимира Путина. Это ему подсказали предыдущие экскурсанты. Главная святыня собора – это гробница Хосе де Сан-Мартино. Он не только освободил Аргентину, но и продолжал бороться за независимость Чили, Перу и Эквадора.
Еще нам показали место, где стоял стул папы Франциска, когда он был здесь архиепископом. Сейчас это место закрыли для посетителей, потому что все хотели сфотографироваться на этом стуле. Гид рассказал также о других национальных героях, таких как Месси и Марадона. Он отметил, что Месси, как и папа, является своего рода местной знаменитостью, а его жизнь и семья, которую он создал с своей школьной возлюбленной, служат примером для многих.